Секрет. У меня папа без работы сидит долго уже. Я работаю со строительными тендерами. Пенсия даже увеличилась. Получаю 600 рублей в неделю. Перейти в более высокооплачиваемую профессию. У меня свой бизнес. Я работаю никем, предпринимателем. Курьером. Я руководитель. Я разнорабочий. На 25 тысяч можно прожить? Устраивает ли вас ваша зарплата и ваш уровень дохода? Где, в Москве? Никак нет. Нет, очень мало. Москвичи как живут? Пенсионерам какой зарплат? Какой у них пенсия? Они еле-еле живут. Сперва пускай москвичам хоть делает, потом нам. Нам вообще. Вот пошел я сделал патент на год. На год. Знаешь, какие мне деньги они сняли? Я опоздал один день. Говорят, сперва иди за то, что один день опоздал, иди 10 тысяч штраф плати. Потом приходил. Пошел, 10 тысяч платил. Потом, когда забирать все документы, 15 500 рублей платил. Потом все, врачам прошел, я с врачами прошел, спустился. Иди экзамен сдавай. А я экзамен сдал нормально. Он говорит, 4 сдал. Я говорю, а что мне делать? Иди, говорит, спускайся вниз, там банк есть. 1000 рублей заплати, опять снова приходи. Как вы думаете, кто виноват в том, что в России такая коррупция, даже вот на таком мелком уровне, казалось бы, в любом кабинете вот у нас уровень коррупции А такой. кто виноват? Как вы думаете, кто виноват? Не я же виноват. Правильно? Ну а кто? Правительство. Пускай народам дают жить дают нормальный. Да, меня очень устраивает. И, в принципе, все в моих руках. Кем работаете, если не секрет? Секрет. Да, устраивает. Ну, я лично получаю 600 рублей в неделю. Вот. Ну, в принципе, мне на все хватает. Ну, мы это школьники. Да. Но все равно я работаю. Бывает как раз здесь. Вот. А мне за маму за мою обидно. Она так старается, работает. Я бы им больше платила. Ну, это ж моя мама. Как думаете, почему вот ваша мама, как и многие мамы в России, так мало получают? Ну, безработица вообще такая проблема актуальная, насколько я знаю. И вот у меня папа без работы сидит, ну, долго уже. Вот, потому он, хотя резюме рассылает. Ну, конечно, кто хочет работать, тот будет крутиться, вертеться, я думаю, но тяжело все равно. Мест, все, Москва забита. Город возможностей, конечно, но очень много людей. Да, устраивает, конечно. Ну, на начальном этапе в жизни, конечно, тяжело было получать зарплату там 30-25 тысяч, а сейчас уже в Москве более-менее можно закрепиться, хорошо общаться с людьми. Ну, а так, на самом деле, тяжело. Очень маленькие зарплаты по сравнению с Европой или там, другими странами вообще в целом. А кем работаете, если не секрет? У меня свой бизнес. До этого, проходил путь там свой. Спортом занимался, футболом профессионально. Закончил уже. Непростой вопрос. Но мне хватает, я благодарен Богу за это. А удается ли как-то откладывать сбережения какие-то? Да. Как Немного, храните? но удается. Все в Сбербанке. Пенсионерка. Хватает вам всего? Хватает, вот и работаю. Как вы думаете, кто виноват в этом? Не знаю. Руководство, наверное. Тоже хотелось бы, чтобы наши бабушки жили как в Европе, ходили в парикмахерскую, радовались жизни. Да, не хватает. Вот поэтому зарабатываю. Как вы думаете, сможет ли как-то российский народ, общество, российские граждане что-то в этой стране поменять и сделать так, чтобы мы все жили достойно, цивилизованно, свободно? Ну, я не знаю, только молодежь может. Я думаю, что молодежь должна все-таки. С нас спрос такой уже. Нас считают уже, что мы уже как дети. Я ремонтирую телефоны. Я девчонке одной недавно вшатал камеру. Компания Моби Доктор, да, прекрасная. Вот здесь в ТЦ Сокольники есть островочек. Вот, вшатал девчонке камеру, и теперь я храню сбережения в новом телефоне, который для нее покупаю. Нет. Ну а сейчас цены, тем более продукты, сейчас все подорожало. Еда все сейчас. И одежда тоже подорожала. Не хватает. А кем работаете? Водитель трамвая. Все в моих руках, устраивает, но все в моих руках. Есть куда расти, развиваться. Вот. Учиться мне никто не запрещает. Изучать новое, к чему-то стремиться. Повышать свой доход, соответственно. А
А кем работаете, если не секрет? Я в IT-сфере работаю, в технической поддержке. Вот. Учусь на программиста параллельно, самостоятельно. Вот. Знаю множество платных курсов, хороших, качественных, где можно развить свои навыки и перейти в более высокооплачиваемую профессию. Батюшки, нам по 75. Вот уровень дохода вашего. Пенсия вас устраивает? Пенсии? Да, конечно, не устраивает. А кого она может устраивать? Как вы считаете, на 25 тысяч можно прожить? В Москве еще 25, а в Подмосковье 15. Ну, а там, в регионах по 8, по В 10. Подмосковье есть своя земля. В Подмосковье можно... Там цены не такие, надо не забывать. А в Москве какие цены? А в Москве только кроме квартиры на каком-то, извините, на этаже больше ничего нет. И дачи тоже. И как жить? А нужно на 25 одеться, обуться, прокормиться и заплатить за квартиру. А еще купить лекарства. Как? Как вы думаете, кто во всем этом виноват? И будут ли наши пенсионеры жить как в Германии, там ходить в парикмахерские, пить кофе по утрам, а молодежь будет... Поживем, увидим. Другого выхода у нас нет. А вы как думаете? Я не знаю, как мне думать вообще. Я вообще не отсюда, я с Дальнего Востока. У нас чуть-чуть побольше пенсии. Чуть-чуть, на немножко. Ну, пока ты не болеешь, и пока ты еще что-то сам можешь, еще ничего. А когда уже ты заболел, и тебе надо кучу лекарств, тогда вот, конечно, уже с концы с А еще концами. зубы надо вставить. А сейчас еще предстоит операция на глазах. Да. А знаете, сколько это все стоит? Это говорят, что бесплатно. Бесплатное протезирование. Да вы что, смеетесь? Такое разве бывает? Сначала платно вылечи все зубы, а потом будешь бесплатно протезировать. У нас медицина ужасная. Да, это точно. Это только было в Советском Союзе. Мы просто не знали, что мы жили при коммунизме. А теперь знаем. Вполне. А вас? А кем вы работаете? Я много кем работаю. Я работаю, типа, со строительными тендерами. Да, ну как бы, типа, от 100 получаю нормально все. Ваша компания при мэрии Москвы, нет? Нет. А вы? Организация, я там же работаю. Вас все устраивает? Ну да, еще сторонний доход там имеется. Все вообще нормально, в принципе, для 22 лет, я думаю. Вполне. Все по моим возможностям. Когда мне нужно будет больше, будет больше. Кем работаете? Я руководитель. Как вот в сложившейся ситуации сейчас в России вы сохраняете свои сбережения? У меня нет проблем. Или нет сбережений? Нет, почему я нормально. Ничего у меня как бы не изменилось пока на сегодняшний день. Пенсия даже увеличилась. Так что хуже мне не стало. Пока нет, но я стремлюсь к тому, чтобы устраивало. Пусть получится. Да, спасибо. Все отлично, да. А кем работаете? Курьером. Устраивает ли вас ваш доход и ваша заработная плата? Ну, для меня нормально. А кем работаете, если не секрет? Мало платят? Да. Не удается копить, откладывать? Нет. У меня все нормально. Есть к чему стремиться. А удается сбережения как-то откладывать? Ну, только чуть-чуть, да. Ну, устраивает. Я военный пенсионер, пенсию получаю, плюс работаю кардиологом, устраивает. Категорически не устраивает. А кем работаете, если не секрет? Я работаю никем, предпринимателем. Как вы думаете, почему вот вы предприниматель свободный, молодой, красивый, с 2 чудными дочками или сестрами, даже не знаю, не получается заработать достаточное количество денег в России? Вы знаете, хотелось бы сказать, что я очень ленивый, но надо сказать еще, что сейчас вот, кстати говоря, прекратились вроде бы проверки, а они наоборот участились. Вот. Я думаю, что в связи с этим в том числе тяжело вести бизнес в России. А сбережения удается какие-то откладывать? Удавалось, но потратили сбережения на свадьбу. Вот, поэтому. Устраивает. Кем работаете, если не секрет? Секрет. Извините, пожалуйста, вот на данный момент это не всегда устраивает. Не, иногда устраивает, а иногда нет. Иногда много бывает достаточно денег, а иногда недостаточно. Но это зависит от запросов. От запросов. А кем вы работаете? Я разнорабочий. Разнорабочим работаю. Вот. И дело в том, что у разнорабочего человека обычно
иногда такой заработок, а иногда не такой. Вот. А от этого приходится как-то выкручиваться. Устраивает ли вас ваш доход и заработная плата? А он кого-нибудь вообще в нашей стране устраивает? Всегда хочется больше. Мы тут нескольких нашли, у кого все хорошо. Ну, я рад за них. Надеюсь, я тоже когда-нибудь так скажу про себя. В целом неплохо, но работаем дальше. А как думаете, когда вот у вас будет такой уровень жизни, которого вы хотите? Ну, я активно работаю над этим, учусь, занимаюсь, много работаю. Так что, думаю, через пару лет мне получится. Во всяком случае, я постараюсь. Конечно, нет, но что есть, то есть. Это как бы только мои проблемы, не проблемы государства. А как вы думаете, а вообще вы готовы потерпеть ради чего-то? Вот? Конечно. Всегда приходится терпеть ради чего-то. Это единственный способ жизни — терпеть и смиряться. А может быть, есть какой-то другой способ жизни? Нет. Нет, все остальное мишура и фантазии.